Друзья, привет! Мне часто задают вопрос, что можно приготовить из кефира и йогурта. Часто кефир остается в наших холодильниках, возможно, уже слегка просроченный, куда же его деть? И первое, что приходит в голову, это оладьи. Да, прекрасно, это и мне приходит в голову. А второе, что приходит в голову, это вкусные шоколадные или ягодные маффины. Сегодня предлагаю приготовить шоколадные маффины. Рецепт настолько прост и легок, что даже дети его быстро приготовят. Возможно, намного быстрее, чем многие взрослые. Начинаем! Для приготовления шоколадных маффинов нам понадобится 250 граммов муки, 100 граммов сахара, 50 граммов какао-порошка, 8 граммов разрыхлителя, щепотка соли, 1/3 чайной ложки соды, 100 граммов яйца, 100 граммов сливочного масла, 200 граммов кефира или нежирного йогурта и 80 граммов черного шоколада. Отправляем в муку разрыхлитель, соду и соль. Перемешиваем. К сухим ингредиентам через сито отправляем какао-порошок. Перемешиваем. Готово. Сухие ингредиенты пока отставляем в сторону. Берем большую миску, отправляем в нее яйца, сахар, кефир или йогурт, растопленное сливочное масло, оно горячее. Перемешиваем. Ничего взбивать не нужно, просто перемешайте. И добавляем сухие ингредиенты. Перемешиваем. Вся мука с какао должны увлажниться. Долго вымешивать не нужно. Все готово. Остается добавить кусочки шоколада. Это может быть шоколадная плитка, порезанная небольшими кубиками. У меня термостабильные дропсы. В принципе, здесь не столь принципиально, насколько у вас стабильный или нет шоколад. Термостабильный или нет. Так, перемешали. Отправляю тесто в бумажные формочки. Наполняю их на 2/3. Разравнивать не нужно. Прелесть маффинов в их неидеальности, в их такой корявой, скажем так, шапочке неровной. Отправляем наши маффины выпекаться. Духовка у меня разогрета до 180 градусов. Это займет приблизительно 18, максимум 20 минут. Всего у нас получилось, как вы видите, 12 маффинов. Наши маффины выпекались 18 минут, они готовы. Готовность вы можете проверить деревянной шпажкой. Если она сухая, можно доставать. Теперь дадим маффинам остыть, и можно доставать из формочек и угощаться. И угощать. Можно присыпать перед подачей какао-порошком или полить черным или молочным шоколадом. Маффины уже остыли. Если вы хотите, чтобы они у вас дольше не черствели, то бумагу не убирайте. Я же хочу накормить съемочную группу маффинами, поэтому снимаю бумагу. Друзья, вот такие, скажем, не идеальные, но безумно вкусные маффины у нас получились. В принципе, это нормальное состояние маффина. Если вы захотите сделать его более праздничным, купите ему нарядный костюм. О чем она говорит? Что за праздничный костюм?
Это вот такую бумажную одежку, когда маффин в нарядной бумажечке. Ну вот, теперь вы знаете, куда девать лишний кефир. Не такой уж он и лишний. Обязательно приготовьте шоколадные маффины, а скоро начнется сезон ягод, и я вам обязательно покажу маффины с ягодами. Друзья, больше рецептов вы найдете, как всегда, на моем YouTube-канале, в моих книгах, на моих мастер-классах и на моем сайте. Спасибо вам огромное за то, что остаетесь со мной. Подписывайтесь, комментируйте и давайте готовить вместе. Пока!